Его надо заполнить. 1800 ученых и экспертов, среди которых нобелевские лауреаты, подписали совместную декларацию, которая переворачивает текущую мейнстримовую повестку, в которой повышение углекислого газа в атмосфере приводит к нагреванию земного шара. Организация под названием Climate Intelligence, сокращенно CleanTel, наделала немало шума, выпустив документ под названием «Всемирная климатическая декларация» с кричащим заголовком «Чрезвычайной климатической ситуации не существует». Мне даже в личку писали, мол, смотри, тут независимые ученые говорят, что климатология должна быть менее политизирована и более научна, а то сейчас климатология превратилась в дискуссию, основанную на убеждениях, а не на самокритичной науке. Мы должны освободиться от наивной веры в незрелые климатические модели и больше уделять внимание эмпирической науке. Согласен, где подписать? Давайте же посмотрим, какой мир эмпирической науки предлагает нам CleanTel. Этот выпуск посвящен изменениям. То мы все потребляем нефтяное топливо, то вожделеем о зеленом энергопереходе, то оказывается, что вроде никакого глобального потепления нет и в помине. Мир быстро меняется, на календаре уже скоро 24 год. Почему бы и вам не изменить свою жизнь? Например, с помощью курса «Профессия Python-разработчик Pro» от Skill Factory. Но я же ничего не понимаю в программировании. Именно поэтому этот курс лучше всего вам подойдет. Обучение проходит с азов, язык просто в освоении, но при этом Python уже несколько лет возглавляет список самых популярных языков программирования. На нем создают все на свете – сайты, ботов, веб-приложения и технологии искусственного интеллекта. Отсюда на специалистов Python высокий спрос на рынке труда. Если верить Хабр карьере, то зарплата питонистов в среднем 180 тысяч рублей. На всем пути обучения вы будете оснащаться практическими навыками. Есть даже специальная factory реальных проектов, где ученики решают бизнес-задачи, которые смогут добавить в портфолио. Центр карьеры поможет с составлением резюме, партнеры школы типа Яндекса и Озона поделятся реальными кейсами, а менторы объяснят непонятное. Так еще бонусом вы получите модуль по асинхронному программированию. Этот навык заметно выделит вас среди конкурентов. Но и это еще не все. Вас ждут новогодние подарки. Скидка 60%. Первый платеж через 6 месяцев. Участие в командном проекте с призовым фондом. Не медлите. Переходите по ссылке в описании или этому QR-коду и меняйте свою жизнь к лучшему. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Герои нашего выпуска обращают внимание на самую главную проблему всех климатических прогнозов – компьютерные модели. Ведь все симуляции, которые мы знаем, являются не каким-то волшебным ящиком. Они создаются людьми, которые заранее закладывают туда свои предварительные ожидания. Для тех, кто не знает, в мейнстримовой повестке главным источником является межправительственная группа экспертов по изменению климата, сокращенно МГИК. Они каждые 7 лет выпускают здоровенные работы, в которых используют множество моделей, в которых говорится, что температура по Земле растет, что увеличилось количество жарких дней, сильных дождей, сельскохозяйственных засух, и если ничего не остановить, то станет прям ой как горячо. Поэтому бунтари из CleanTel, чтобы вы не запутались, CleanTel против изменения климата. Так вот, они говорят, давайте-ка мы без всяких моделей просто посмотрим на температуру Земли. Да, за последние 170 лет температура поднялась на 1,1 градус, но посмотрите, все циклично. Вот вначале разогревались, затем охладились, дальше опять разогрев, пауза, разогрев, и с чего мы уверены, что следующие 30 лет будет постоянный нагрев. Ну, фиг с ним, давайте допустим, что самые негативные прогнозы сбудутся, и к 2050 году мы получим разогрев на страшный 1,6 градус. Давайте зададим себе вопрос. Действительно ли это большие числа, которые приведут к катастрофе? Давайте для примера возьмем два города с совершенно разными температурами. Один крупный город, близкий к Северному полюсу, второй к экватору – Осло и Сингапур.
Обычные замеры говорят, что разница температур между этими городами составляет 22 градуса. Так почему не скатился в катастрофу и прекрасный Осло, и футуристичный Сингапур? Ответ прост. Адаптация. Так что не пугайтесь глобального потепления, люди смогут адаптироваться. Непонятно, почему из углекислого газа делают демона, ведь он необходим для роста биомассы и благоприятно сказывается на сельском хозяйстве, повышая урожайность во всем мире. За последнюю сотню лет, благодаря адаптации, основанной на науке и технологиях, мы смогли сделать нашу жизнь лучше и безопаснее. Посмотрите сами. С одной стороны, зеленые политики кричат, что резко повышается СО2, но при этом многократно сократилось количество смертей от наводнений, засух, штормов, пожаров и прочих климатических пугалок. В целом, это все. Я постарался изложить позицию 1800 ученых Клинтел, которая отражена на сайте и в PDF-файле. Признаться, я ожидал от пары тысяч ученых много букв и исследований, но когда открываешь документ, оказывается, что содержательная информация только на одной странице. Дальше идет перечень подписантов. И если вас убедила прошлая глава, то поздравляю. Чтобы на вас воздействовать, достаточно пара обывательских манипуляций в стиле «вот посмотрите на Сингапур и Осло, и вот уже никакого глобального потепления нет». Давайте посмотрим, что же не так с заключениями этих ученых. Итак, тезис 1, что все циклично, и в 1850 году как раз закончился малый ледниковый период, после которого логично идет потепление. Но вот проблема не в самом факте роста температуры, а в скорости изменения. За последние 2000 лет, а на самом деле больше, такого не было. Вообще, когда пытаются обосновать в стиле «все циклично», часто показывают вот этот график. Мол, посмотрите, мы уже дохренолеон лет живем в температурных качелях. Сначала тепло, потом холодает, потом тепло, потом холодает. Но тут часто забывают показать второй график по концентрации СО2 в эти же года, в котором оказывается, что рост и падение температур совпадает с таким же ростом и падением СО2, что и является аргументом зеленых в пользу «давайте-ка последим за выбросами». А то что-то мы уже как-то стрельнули очень мощно за короткое время. С метаном, кстати, такая же история. Это были данные со станции «Восток» в Антарктике, полученные в конце прошлого тысячелетия. Замерзшие пузырьки с воздухом из ледяного керна подарили нам климатическую историю земного шара. Тезис 2. Углекислый газ не вреден, он необходим для нашей планеты, больше СО2, больше биомассы. Но с тем, что СО2 необходим, никто не спорил вообще. Нет такой истерики, что надо выкачать весь газ из атмосферы. Углекислый газ усиливает парниковый эффект. Явление, когда солнечные лучи частично удерживаются в атмосфере, согревая наш земной шар. И если бы не парник, то наша Земля была бы холоднее на 33 градуса. И без парникового эффекта это видео не вышло бы. Потому что вообще не факт, что на нашей планете развилась бы жизнь по нашему сценарию, приводящему вас в точку, когда вы вообще существуете и можете посмотреть это видео. Весь бугурт состоит в том, что частицы углекислого газа за десятилетия растут настолько, насколько раньше росли за тысячи лет. Если смотреть в перспективе миллионов лет, то мы за несколько лет проскочили буквально эпохи изменения углекислого газа и дошли до миоцена. Да и просто так неконтролируемое увеличение СО2 ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, что углекислый газ должен где-то храниться. Частично в атмосфере, частично в деревьях, а частично в океане. И вот быстрое повышение его концентрации в океане не остается незамеченным. СО2 меняет pH-среду океана в сторону повышения кислотности, а это оказывает влияние на всю подводную жизнь. Тезис 3. У вас модели неправильные. Во-первых, МГИК не только на модели опирается. В своих работах указывают, вот это, например, обычные инструментальные замеры мы видим, что вот за 170 лет наблюдений получили такой-то рост. Вот как-то так стрельнули резко.
А вот расклад, как получился разогрев Земли на этот пресловутый 1,1 градус. Вообще разогрев должен был быть 1,5 градуса, но человеческая деятельность не только разогревает, но и внезапно охлаждает наш земной шарик. За охлаждение у нас отвечают аэрозоли. И вот если сложить все причины разогревающие и вычесть охлаждающие, то получится 1,1 градус. А если вам не нравятся какие-то конкретные модели, то, пожалуйста, критикуйте. Это в упрощенном варианте 30 страниц инфографики. А в оригинальной работе несколько тысяч страниц со ссылками на все исследования и исходные данные. Но почему-то 1800 ученых не удосужились сделать вообще что-нибудь. Лишь одна страничка с тезисами, где источник «Believe me, bro». А как так получается, что под 2000 ученых выпустили работу с критикой МГИ, при этом сами ничего не сделали? А тут секрет прост. Достаточно зайти и посмотреть подписантов. Только мы смогли найти 200 человек, среди которых инженеры, физики, музыканты, бизнесмены, медики и писатели. Я не исключаю, что это, возможно, очень талантливые люди в своей сфере, но они имеют мало общего с климатологией. Так что, если вы являетесь фитнес-тренером, например, можете зайти подписать Всемирную климатическую декларацию. В СМИ вас запишут к ученым. Если у вас по ходу ролика сложилось впечатление, что сторонники зеленой повестки, белые и пушистые, думающие о нашем светлом будущем, то вы тоже ошибаетесь. Вот смотрите, есть тема. СО2 растет быстро, и вследствие этого повышается температура и запускаются процессы по изменению окружающей среды, типа окисления океана. Вот к этому я склоняюсь, это происходит по наблюдениям с небывалой скоростью. Но вокруг этой темы формируются два лагеря. Слева зеленые, справа черные. Это лагеря лоббистов, которые бьются за место на рынке. Левые говорят: так а как нам конкурировать с уже поделенным рынком, где заправляет условный Volkswagen Group? Куда эффективнее создать новый рынок и разгонять, что предыдущий неправильный. Если продолжим жить в прошлой парадигме, то мы все умрем. Поэтому давайте-ка пересаживайтесь на наши электромобили, которые делают хорошо природе. А то, что литиевые батареи могут быть нифига не безопаснее, то кто же это увидит? Черного дыма из трубы же не идет? Не идет. А правые говорят: вы чё, охуели, хипстеры тыквенно-латные? У нас тут столетняя история. Повсюду есть углеводородная экосистема, АЗС, СТО, автомобиль, самолеты, яхты, пароходы. Все формировалось естественно и приводило только к улучшению качества жизни. Все работает как надежные швейцарские часы. Какой судный день! Вы просто разгоняете панику среди населения. Примеров влияния на рынок в рамках борьбы с изменением климата великое множество. И чаще они приводят к перераспределению денег. Тут можно вспомнить так называемые углеводородные кредиты. Для тех, кто не в курсе, это когда компании покупают разрешение на выброс 1 тонны СО2. Купил бумажку и загрязняй атмосферу спокойно. Можешь даже эту бумажку продать, если остался неизрасходованный запас. Все это создает пространство для коррупции между компаниями и государствами. Хотя теоретически деньги должны идти на компенсацию загрязнения. Например, проекты по озеленению или по улавливанию СО2. Только вот потом выясняется, что 39 из 50 таких проектов откровенный кал. Остальные либо проблематичные, либо просто слабоэффективные. В США самым проблемным проектом является крупнейший в мире завод по улавливанию и хранению углерода в Вайоминге, который получил щедрые субсидии от налогоплательщиков, но где подавляющее большинство уловленного СО2 было выброшено в атмосферу или продано другим компаниям, работающим на ископаемом топливе, чтобы помочь добыть труднодоступную нефть, согласно данным Института экономики, энергетики и финансового анализа. Тема изменения климата притягивает к себе проходимцев разного масштаба. Единственное, с чем я согласен с группой Clintel, так это то, что количество смертей от природных явлений значительно сократилось.
Правда, тут может показаться, что снизилось из-за того, что этих явлений стало меньше. Это, конечно же, не так. Если взять отчет МГИК о наблюдаемых изменениях, то увеличилось количество и волн жары, и осадков, и засух. Можно взять и другую исследовательскую работу, которая тоже утверждает, что количество осадков по миру увеличилось, хотя в США конкретно волны жары даже уменьшились. Это единственный конфликт с МГИК по региону США. Но при этом подтверждается увеличение количества наиболее жарких дней. Количество пожаров в США тоже не сильно изменилось, но пожары стали свирепее, сжигая все больше земли. В исследовании также говорится о сильном улучшении ситуации с гибелями от природных явлений. И причиной этого улучшения – более раннее прогнозирование, более устойчивая инфраструктура, система готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования. Там же произносится очень важный тезис для нашей темы. Люди с низкими доходами зачастую наиболее уязвимы к стихийным бедствиям. Повышение уровня жизни, улучшение инфраструктуры и систем реагирования в этих регионах будет иметь ключевое значение для предотвращения смертности от стихийных бедствий в ближайшие десятилетия. Вместе с этим связана еще одна увлекательная история, которая изобличает уродство зеленой пропаганды. Настоящий климатолог, а не те 1800 ученых из начала выпуска, опубликовался в престижнейшем журнале Nature только потому, что убрал другие важные детали, сведя всю историю к прямолинейному нарративу, что единственная причина пожаров – это глобальное потепление. Опля, так все-таки нет глобального потепления. Не торопитесь, климатолог не является отрицателем. Он отмечает, что влияние изменения климата на самом деле есть, но есть и другие факторы. Но сейчас, чтобы печататься в престижных журналах, нужно говорить, что единственный способ спасения человечества – это снижение СО2. Отсюда вытекает второе негласное правило написания успешной климатической статьи. Авторы должны игнорировать или, по крайней мере, преуменьшать практические действия, которые могут противостоять воздействию изменения климата. Если смертность от экстремальной жары снижается, а урожайность растет, то вполне логично, что мы можем преодолеть некоторые серьезные негативные последствия изменения климата. Не стоит ли изучить, как мы добились успеха, чтобы потом способствовать его достижению? Конечно, стоит, но изучение решений вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах, просто не вызовет энтузиазма у общественности или прессы. Кроме того, многие ученые-климатологи склонны считать всю перспективу, скажем, использования технологий для адаптации к изменению климата ошибочной. Правильным подходом является борьба с выбросами. Поэтому опытный исследователь знает, что нужно держаться подальше от практических решений. То есть, смотрите, какая сложная картинка возникает. Глобальное потепление есть, резкий рост парниковых газов есть, ада на Земле не ожидается из-за человеческой технологической адаптации. А следовательно, напрашивается вывод, что, может быть, больше усилий бросать на то, чтобы прокачивать систему прогнозирования и реагирования на природные катастрофы, и уж тем более не вводить решения, которые резко перекраивают рынок и уменьшают благосостояние граждан в угоду определенных лоббистов. Но тут реальные акторы зеленой повестки смотрят на меня и говорят: братан, слушай, здесь дело не просто в деньгах. Это ведь не только с Запада идет. Китай тоже активно развивает зеленку. Все мы являемся потребителями нефти и газа. Нам просто не повезло быть поцелованным углеводородным богом. Мы вынуждены закупать у стран, с которыми частенько рамсим. А значит, у них есть рычаг влияния на нас. Чуть что не так, сразу рубильник перекроем. Вот взять ваше СВО. Да, мы заявили, что полностью отказались от российских углеводородов. Но на бумаге это работает сильно лучше, чем в реальности. Текущий конфликт – лишнее напоминание нам, что энергопереход – это не просто спасение Земли, это про энергетическую безопасность. Поэтому мы будем тестировать все способы ослабления углеводородной хватки, от солнечных панелей до ядерки и гелия-3. Пусть мы не полностью откажемся от нефти, но какая-то замена на зеленку уже усилит
наши переговорные позиции. Мы с вами сейчас наблюдаем замес между рыночными фундаментами, и со временем замес будет только усиливаться. Разобраться, благое ли это намерение, попытка освоить бюджет или стремление к энергобезопасности, будет все сложнее. Но мы постараемся. Вы знаете, кому отправить это видео. Мы же благодарим поддержаторов наших стараний на Патреоне и спонсор Влада Хапченко, Соника Мейхама, Соулмена и Сергея Сабитова, а также верховных магистров, консулов, героев и гапников. Увидимся на следующей встрече. Damn.